Мощный взрыв газопровода в Сибири. Украинские дроны установили новый рекорд дальности полета или есть другая причина? Вчера он еще думал, теперь готов подписать. Трамп созрел одобрить закон о сокрушительных санкциях. На фоне коррупционного скандала на Зеленского давят соратники. Слуги народа просят избавиться от одной из самых известных фигур в руководстве Украины. В России хотели убить одного из самых известных чиновников, кто готовил покушение на человека из ближнего круга Путина. Как его должны были ликвидировать и кто за этим стоит? Трагедия в Казахстане, 12 погибших, большинство дети. Об этих и других главных событиях вечера вторника, 18 ноября. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем с эпичного взрыва газопровода в России. И где? В 3500 километров от границы с Украиной. Хлопок, как любят писать российские СМИ, случился в поле у поселка Ростовка Омской области. Тут взорвался магистральный газопровод. Пламя рвануло вверх так, что зарево было видно за несколько километров. Губернатор Виталий Хоценко поспешил успокоить. Жертв нет, угрозы населению тоже. По его версии, все случилось из-за аварии на подземном участке газопровода. Позже власти уточнили последствия. Часть промышленных предприятий региона временно осталась без газа. Котельные перевели на резервные схемы подачи и альтернативное топливо. «Газпром» пообещал восстановить магистраль в течение суток. В Минобороны РФ отчитались. Украинских дронов над Омской областью этой ночью не было. Всего в России сбили 31 беспилотник, но ни один не долетел до Сибири. Специализированные украинские каналы, первыми рассказывающие об атаках ВСУ на территории агрессора, тоже намекают, это были не дроны, но интриги до конца не раскрыли. Дональд Трамп согласился поставить подпись под законом о сокрушительных санкциях. Об этом пишет Reuters. У президента есть только одно условие, сообщает неназванный источник агентства, высокопоставленный чиновник из Белого дома. По его словам, Трамп хочет сохранить за собой полный контроль над тем, когда и против кого эти меры будут применены. Администрация добивается четких формулировок, чтобы именно президент принимал финальное решение по каждой мере давления. Законопроект предусматривает пошлины до 500% на импорт из стран, которые продолжают закупать российские энергоносители и не помогают Украине. Один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм, назвал эти санкции смертельно опасными для российской экономики и заявил, что Конгресс будет продвигать документ с благословения Трампа. По его словам, цель проста – заставить Владимира Путина идти на переговоры, ударив не только по России, но и по ее союзникам, включая Иран. Небо над Белгородской областью в минувшую ночь было подсвечено адскими всполохами. После атаки беспилотников в городе Карача вспыхнул местный торговый центр «Вокзальный». Губернатор Гладков уверяет, обошлось без раненых, но масштабы разрушений говорят сами за себя. Крыша загорелась первой, огонь мгновенно перекинулся на все здание. Местные каналы пишут, что объект выгорел полностью. Украинские источники пишут о том, что попадание в торговый центр могло быть результатом работы российской ПВО. У украинских дронов, скорее всего, были другие цели. В результате других попаданий часть Карачи и несколько соседних сел Погореловка и Подкопаевка остались без света. Владимир Зеленский анонсировал свою встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуги народа». Похоже, разговор будет непростым. Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству. Чем могут закончиться эти встречи? Например, громкой отставкой. Дело Мидаса породило брожение в украинской власти. По данным «Украинской правды», ключевые фигуры из команды Зеленского, от премьера до Буданова, на личных встречах фактически потребовали одного – убрать с должности самого близкого соратника. Речь идет о руководителе офиса президента Андрее Ермаке. Источники издания говорят, что такие же настроения царят сейчас и в Верховной Раде. А как думаете вы, должен ли Ермак уйти и достаточно ли этой отставки?
Так называемую ДНР во второй раз за 2 суток накрыл масштабный блэкаут. Ночью украинские силы ударили сразу по 2 крупным тепловым электростанциям – Зуевской и Старобешевской, сообщил местный гауляйтер Денис Пушилин. Накануне 17 ноября после атаки украинских дронов без света оставались 500 000 человек – Донецк, Макеевка, Горловка и Синоватая. Сергея Шойгу хотели убить. История с вазой-убийцей на Троекуровском кладбище получает новое продолжение. По данным московского комсомольца, именно бывший министр обороны мог быть тем самым высокопоставленным чиновником, на которого, как сообщалось ранее, пытались совершить покушение. Зовут как тебя? Имя, фамилия, имя, отчество. Все, давай, одевай наручники. ФСБ заявила о предотвращенном теракте 14 ноября. По версии спецслужбы, взрывное устройство спрятали в декоративной вазе. Бомба якобы должна была сработать в тот момент, когда определенный чиновник приедет почтить память родственников. Чекисты сообщили о задержании 3 подозреваемых супружеской пары россиян с судимостями и мигранта из Центральной Азии. Версия ФСБ – задержанные действовали по заданию украинских спецслужб. В ноябре Федеральная служба безопасности России пошла на рекорд по числу раскрытых заговоров. Ранее, на прошлой неделе, наследники Дзержинского раскрыли дело о покушении на духовника Путина, митрополита Тихона. Еще раньше предотвратили угон российского самолета, который по заданию украинских и британских спецслужб якобы должен был ударить по базе НАТО в Румынии. В общем, успевают и друзей Путина спасать, и несчастных натовских военных. Как думаете, в чем причина такой активности чекистов? Делят бюджет или шеф ФСБ Бортников почувствовал, что под ним шатается стул? Пишите в комментариях. Россия снова накрыла Украину роем шахедов, целясь в узлы железнодорожной инфраструктуры. В Днепре критически повреждено пригородное депо. Снесен основной ремонтный цех, пострадал вокзал. Взрывной волной выбило окна в вагонах, город частично обесточен. Но железнодорожники подняли резервные тепловозы, утренние электрички пошли по графику. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, это целенаправленная попытка Кремля парализовать логистику между громадами. Под удар попали 4 станции на Харькове. В Харьковщине повреждены вагоны, в Берестине погибла 17-летняя девушка, ранены около 10 человек, в том числе железнодорожник. В Днепре ранены 59-летняя женщина и 67-летний мужчина, их госпитализировали. Собачка моя, видите, Ежинка, вот эта собачка так плакала, как ребенок. Просто я держал ее, маленькая такая, и кусает, и плачет, боится это самое. Страшно это самое дело, так что очень страшно. Кроме того, российский дрон ударил в городскую телебашню. Также в результате атаки пострадали редакции портала «Суспільне» і «Українського радіо». Найголовніше, що в момент атаки тут нікого не було. Буває таке, що у нас досить є потреба пізно тут працювати, але вчора, на щастя, був не такий день. Китай ведет подготовку своего ядерного полигона в Синьцзяне, того самого, где Пекин впервые взорвал атомную бомбу еще в 1964 году. The Washington Post, изучив свежие спутниковые снимки и опросив экспертов, пишет: масштаб перестройки уже не оставляет сомнений. Страна готовится к полноценному возвращению ядерных испытаний. За последние годы военные прорубили новые тоннели, проложили дороги, пробурили 2 крупные скважины в пустыне, вероятные будущие шахты для мощных подземных взрывов. Как пишет издание, работы начались еще в 2021, но в этом году идут практически без перерыва. Эксперты говорят, у Пекина меньше практических знаний о ядерном оружии, чем у США и России. Испытания могут быть нужны, чтобы этот разрыв закрыть. Пока Министерство обороны России под руководством Андрея Белоусова пытается разрушить экономику Украины, ведомство его брата ставит диагноз отечественной экономике. Российский бизнес трещит под тяжестью собственных долгов. В сентябре компании отдали кредиторам рекордные 39% всей прибыли до уплаты налогов и процентов. Такие цифры дает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который возглавляет Белоусов-младший. За 9 месяцев долговое давление выросло в 1,5 раза, а за 2 года более чем втрое. Прибыли падают, убытки растут, а ставки остаются высокими. Так и хочется задать сакраментальный вопрос: а что же случилось? В чем причина?
Трагедия в Казахстане. На юге страны в селе Алгабас Туркестанской области загорелся частный дом, где накануне у хозяев проходило семейное мероприятие. На месте нашли 12 погибших, среди них 9 детей. Пожарные следователи продолжают работать на месте, причины возгорания выясняют. Словакия напомнила, что умеет выходить на улицы, когда власть начинает заигрывать не с теми. Десятки тысяч по всей стране высказали свой протест премьер-министру Роберту Фицо и его откровенно пророссийской линии. В Братиславе площадь Свободы превратилась в сплошное море плакатов. Люди скандировали: «Хватит с нас Фицо, мы хотим перемен, уходи в отставку». Для акции выбрали символичную дату – годовщину мирной, бархатной революции, которая в 1989 году положила конец коммунистическому режиму и открыла словакам путь к свободе. Я пережила тоталитаризм за железным занавесом, отсутствие свободы, цензуру, преследование под дулами российских танков. И такое никогда не должно повториться. Мы были здесь тогда маленькими детьми и требовали перемен. И мы ценим эти перемены, эту демократию. Теперь протестующие говорят прямо: страна снова стоит на развилке. В Дубае снова переписали мировой рекорд. В городе вырос новый гигант – Сьель Дубай Марина. Теперь самый высокий отель планеты. Высота здания 377 метров. Это почти на 8 метров выше прежнего чемпиона дубайского же Дживора Хотел, который удерживал рекорд с 2018 года. Дубай вообще монополизировал небеса. 8 из 10 самых высоких отелей мира стоят именно здесь. Новая гостиница – это 1004 номера, 82 этажа и комфорт на грани фантастики. На 76-м уровне раскинулся бассейн почти на высоте полета вертолета, около 310 метров над землей. Внутри рестораны, круглосуточный спортзал, спа и вид, от которого тяжело отвести глаза. Стройка длилась 5 лет и стоила около 540 миллионов долларов. Архитекторы сделали все, чтобы отель невозможно было перепутать с другим зданием. Его венчает огромная арка, формирующая узнаваемый силуэт. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.